Classy Genius. Друзья, всем привет! Это топовые гибридные наушники от компании T-Audio стоимостью $400. Про них вы у меня спрашивали не один и даже не десяток раз. Много было просьб сделать обзор на эти наушники. Всем вам было интересно, как они звучат, насколько они оправдывают свою стоимость и все в таком духе. И вот сегодня пришло время рассмотреть их и поделиться моими впечатлениями. Приходят эти наушники в очень большой и приятно оформленной коробке. Здесь имеется изображение самих наушников, название этой модели Hype 4, а рядом указана конфигурация драйверов. Ну а вверху можно увидеть, что нам доступны 3 расцветки наушников. Я же выбрал третью, черную, хотя белый и синий вариант также хорошо смотрится, и тут, думаю, каждый выберет, что ему больше по душе. Но здесь указан адрес производителя и имеются все различные сертификаты, а тут находятся технические характеристики. За звук в этих наушниках отвечает 2 динамических драйвера и 4 арматурных излучателя от Sanyon. Чувствительность составляет 105 дБ, и они получили 17 Ом импеданс. И сразу скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Хороший кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 джек. Большой фирменный кейс T-Audio. Набор пенных и силиконовых амбушюр. И вот такая большая тряпочка для протирки наушников. Наушники довольно крупные и в моем случае имеют черную расцветку, вот с такими лазурными и синими переливающимися кристаллами на лицевой части. И здесь же на обоих наушниках есть надпись T-Audio, а тут расположен стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля. Рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой, ну и на внутренней части есть надпись Hype 4, серийный номер моей модели, начинающейся с буквы S и цифры 2154, а под ними есть маркировка канала, правый или левый, ну и звуковод тут металлический. Его диаметр составляет 6,3 мм, он небольшой по длине и имеет четкий бортик для лучшей фиксации амбушюр и дополнительно защищен металлической сеточкой. И сразу хочу ответить на вопрос, который наверняка волнует многих. Удобны ли эти наушники в использовании? И скажу вам, что для меня определенно да. Сидят они в ушах прям как будто их для меня делали. Это идеальная, глубокая и надежная по фиксации посадка. Никакого драйвер-флекса и эффекта вакуума. Ничего нигде не давит, и в общем пользоваться этими наушниками могу буквально весь день. Так как и звучат они просто потрясающе, что мне их даже снимать не хочется, просто включайте музыку и наслаждайтесь. Ну а приобрести гибридные наушники T-Audio Hype 4 вы сможете в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, на них еще сейчас действует скидка 6 дней, либо на их официальном сайте, и здесь же можно дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат наушники T-Audio Hype 4. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники, как видите, максимально четко попадают под мой новый таргет, который, кстати, был как раз сделан на основе этих наушников. А все потому, что я понял, что на данный момент я абсолютно доволен тем, что слышу, используя эти наушники, и ничего менять в их тюнинге, настройки мне определенно не хочется. Я точно убедился, что мне достаточно усиление низких частот на 10 дБ, а все наушники, которые будут иметь уже 15, а то и 20 дБ усиления, их я уже буду смело относить к категории басхедных наушников. Мне же достаточно вот такого усиления, чтобы в полной мере прочувствовать и насладиться раскатистым, глубоким и ударным басом. Да и усиление ушного канала, как видите, тут находится в паритете с низкими частотами, поэтому этот диапазон не звучит излишне резко,
вычурно, но при этом имеет абсолютно хорошо сохраненную энергию и добавочный драйв, чтобы эти наушники не звучали скучно и сухо по подаче в этом диапазоне. Да и высоких частот, на мой вкус, тут прям в самый раз. Они максимально протяженные, эти наушники не уходят в какую-то светлую сторону, и количество всей информации, что я здесь слышу и получаю на самом краю высокочастотного диапазона, мне абсолютно достаточно с лихвой. Все микронюансы, послезвучия, хвосты от реверберации максимально четко тут прослушиваются, и это буквально именно то, что я искал все это время, пока снимал вот другие обзоры. Но также хочу вам напомнить, что я всегда делюсь только своим честным мнением о наушниках. Я никогда не читаю и не изучаю какие-то другие отзывы, чтобы поделиться только своими впечатлениями и мыслями. И в этот раз я решил поделиться самыми первыми впечатлениями об этих наушниках с вами. Я прекрасно помню, как их получил, и сразу же первый день достал и начал слушать, и уже тогда я понял, ребята, да, это оно. Это определенно то, что мне нужно. У них мощный, четко абстрагированный текстурный бас, прозрачнейшая и супервесомая серединка, и я бы сказал по восприятию рекордно кристально чистые высокие частоты, которые меня сразу удивили. И тут я уже сразу сделал для себя заметку. И уже по первым впечатлениям я остался крайне доволен этими наушниками. Потом, конечно, я еще долгое время прослушивал их, попутно сравнивая с другими гибридными наушниками и различными бюджетными там динамическими наушниками, но скажу сразу, что ничего похожего по звучанию на эти наушники прям на 100% не было. Например, Kiwi и SK4 звучат при сравнении куда более нейтрально и чуть более расслабленно, и с более явной теплой тональностью, но если у вас ограничен бюджет, то за $200 это отличные наушники с мета-тюнингом, просто с другой подачей звучания. Zigata Red стоимостью $269 имели более акцентированный саббас, несмотря на этот график. Да, там прям саббас реально массирует уши, и при этом у них более музыкальная подача с куда меньшим количеством высоких частот. Hype 4 же я сразу выделил как масштабные по построению звуковой сцены и отрисовки различных планов, и крайне прозрачные и самые техничные среди этих наушники. Они столько различной информации подчеркивают и выделяют в музыкальных композициях, что первое время реально можно сойти с ума. Я наконец-то вот словил вот этот редкий и знакомый всем аудиофилам безумный вау-эффект, и я переслушивал их буквально день за днем. Даже сегодня, вот записывая этот обзор сейчас, я успел их послушать, дабы еще раз закрепить мое мнение. И, конечно, теперь давайте уже разберем наконец-то звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты тут абсолютно рекордные по воспроизведению и качеству из того, что я когда-либо вообще встречал в гибридных наушниках. Все любители услышать суперглубокий, буквально надутый саббас и очень буйно атакующий панчевый мидбас обязательно тут останутся довольны. Но самое главное то, как здесь прослушивается вся вот эта многослойность и разнообразие текстур в этом диапазоне, особенно если мы говорим с вами об электронике, где все это как раз можно четко прослушать, дабы убедиться в том, что эти наушники действительно могут, умеют и с удовольствием вам все это показывают. Вам даже не нужно напрягать как-то свой слух, чтобы услышать, насколько вообще прозрачными и просатурированными могут быть низкие частоты. И вот такой кристально чистый тональный баланс я давненько не встречал. Причем замечу, что низкие частоты совершенно не забивают нижнюю середину. Они вообще, если вы заметили, на графике максимально четко абстрагированы от середины, и поэтому никак не мешают этому диапазону, так как они супер плавно затухают уже на частоте 200 Гц. Поэтому, друзья, за серединку, как вы понимаете, тут даже не нужно беспокоиться, так как ей тут уделяется, поверьте мне, абсолютно должное и необходимое внимание. Ведь средние частоты звучат тут очень масштабно, по-настоящему крупно по построению образов и их разборчивости, а локализация всех звуков в пространстве тут выполнена на очень высоком уровне. И общая подача этого диапазона тут точно не скучная и не нейтральная, наоборот же. Тут вам и малый барабан, который подается прям энергично, с такой очень четко очерченной, прослушиваемой начальной атакой, но замечу, что без какой-либо лишней агрессии, странных тембров и каких-либо проблем
проблем, что присущи некоторым некачественным арматурным излучателям. Здесь же абсолютный порядок. Когерентность излучателей тут, как и ожидалось, выполнена на высшем уровне, поэтому подача этого диапазона очень натуральная и естественная, без какого-либо лишнего арматурного окраса. И хочу обратить ваше внимание на то, что у меня есть такое ощущение, что этим наушникам вообще не важно, что вы собираетесь на них слушать, будь то это какой-то простой легкий музыкальный жанр, или будь это по-настоящему что-то мясистое и тяжелое и перегруженное кучей дисторшена. Эти наушники так и говорят: окей, чувак, давай просто поставь, и они вам отыграют любой материал, так что вы буквально погрузитесь, насколько это вообще возможно, в эту музыкальную композицию и будете находиться буквально на другом уровне по восприятию, где вас ничего не беспокоит и вы просто абстрагированы от всех проблем и максимально увлечены и погружены в процесс прослушивания. Любители вот такой атмосферной и уносящей подачи тут определенно останутся довольны. Ну а высокие частоты — это лучшее завершение, какое можно было вообще получить здесь. Тут вам и крайне выделенная техничность и аналитика, и максимально явная и лидирующая детализация, и общий более прозрачный и холодный показательный баланс, который здесь заслуживает должного внимания. И такого огромного количества воздуха я давненько не встречал. Настолько тут все подробно прослушивается, будь то это тарелочки, какие-то щелчки, перкуссии, крэши или малейшие остаточные шлейфы, и безусловно были наушники, которые пытались вот стремиться вот к такой проработке высоких частот, как здесь, но все-таки, ребята, при тщательных сравнениях все сразу становилось понятно, что добиться таких высоких частот далеко не просто, но вот команда T-Audio определенно сделала это. При этом замечу, что они тут выполнены без излишнего просветления, на мой вкус их вот самый раз. Именно оптимально для того, чтобы вы слышали вообще любые звуки, которые попадают вот под этот диапазон, а он тут абсолютно прекрасен, и я считаю, что эти наушники буквально надо хоть один раз послушать самому, чтобы понять, что я все это время в этом обзоре пытался донести до вас. Это абсолютно лидирующая проработка на самом краю этого диапазона. Безусловно, наушники из этого очень требовательные к качеству записей, и где-то в плохо сведенных композициях они вам просто с удовольствием сразу покажут все нюансы сведения или каких-то проблем в записи. Поэтому думаю, что они даже не только идеально подойдут настоящим аудиофилам, но и тем ребятам, кто очень знаком и работает со звуком, так как контроль этого диапазона тут абсолютно хороший, даже не нуждается ни в каком представлении. Послушайте эти наушники один раз и сразу поймете, о чем я. Они определенно оправдывают свою стоимость, но я понимаю, что у всех разный бюджет, разные вкусы, кому-то надо может потеплее подачу, понейтральнее, потемнее, побасхеднее, и все вот в таком духе, но вот под мой вкус это прям максимально четкое попадание на 100%. Что я искал все это время, то я и получил. Если, конечно, я найду что-то еще реально лучше, то я дам об этом вам знать. Но на данный момент как-то так. Поэтому, ребята, следите за моими обзорами, будет еще впереди много интересного. А вывод у меня получился таков: T-Audio Hype 4 это потрясающе, и скажу вам как есть, лучшие наушники, что я встречал за последние пару лет съемок моих обзоров. Они имеют абсолютно рекордную техничность и информативность с потрясающей детализацией на высоких частотах, обладают крайне мощным и даже в некой степени тактильно ощутимым грохотом саббаса и ударностью мидбаса с потрясной слышимостью текстуры сатурации. Ну а средние частоты со своим более энергичным и драйвовым тоном точно не оставят вас в покое и дадут вам хорошего такого энергичного заряда энергии на целый день. Ссылка на покупку этих шикарных наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока.